Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Максим Радейкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Цены на газ готовятся к летнему прыжку. Если Еврокомиссия продлевает нормы заполнения подземных хранилищ газа, то это означает, что восполнить надо будет примерно 70 миллиардов кубометров. Александр, куда полетят цены на газ в этот раз и насколько высоко? Вам слово. Еврокомиссия у нас оказалась в интересном шпагате, я бы даже сказал в отрицательном шпагате. В чем, собственно, дело? Дело в том, что к началу текущего отопительного сезона было накоплено примерно 106 миллиардов кубических метров в подземных хранилищах Европейского Союза вообще. Это не рекордный результат, но близко к нему. То есть рекордные результаты были более 110 миллиардов кубов. Как вы понимаете, между 110 и 106 не очень велика разница. Ну и тем более все эти рекорды пришлись преимущественно на период после 2022 года. Хотя и в 2020 году, к началу отопительного сезона 2020-2021 годов, тоже были накоплены на тот момент рекордные объемы. Но не суть. 106 миллиардов кубов – это много. И к настоящему моменту, когда мы записываем этот ролик, этот показатель опустился примерно, округляя, до 40 миллиардов кубических метров. 40 миллиардов кубических метров, как вы понимаете, это, как бы так вот помягче выразиться, маловато. Маловато будет, как говорил известный персонаж из известного мультфильма. И к окончанию отопительного сезона, судя по имеющейся динамике, этот показатель опустится все-таки уже где-то до 35 миллиардов кубов. Вот мы тут гадали в течение зимы, сколько же там будет, 30, 35, а может все-таки удастся Евросоюзу остановиться на 45 миллиардах кубов, если будет тепло, хорошо, замечательно, и транзит, значит, будет идти. Но нет, транзита нету, тут немножечко были и похолодания, отбор увеличивался, и в итоге мы увидели, как сначала прошли отметку в 45 миллиардов кубов, сейчас опустились где-то до 40, ну и вот постепенно-постепенно доползут к концу марта примерно до 35 миллиардов кубов. Это не минимальный объем запасов, который наблюдался в прежние годы, но опять же, как и к моменту начала отбора, мы не наблюдали существенной разницы между пиковым заполнением и тем, что наблюдалось вот к началу отбора 24-25 годов, так и показатель, с которым будет завершен отопительный сезон, вот этот показатель не намного отличается от минимальных объемов, которые наблюдались в прежние годы. А минимальные объемы – это порядка 28 миллиардов кубических метров. Это если сейчас не будет каких-то похолоданий, каких-то аварий, чего-то такого, что спровоцирует повышенный отбор газа из подземных хранилищ. Потом не будет каких-нибудь заморозков в апреле, что бывало. Вот предполагаем, 35 миллиардов кубов. Да. Вот некое среднее значение относительно тех предположений, которые у нас были. Ближе даже, наверное, к минимальной отметке, которая предполагалась. Заметьте, кстати, что в начале этого года мы уже говорили про подземные хранилища в Евросоюзе, и тогда речь шла о том, что динамика очень похожа на то, что было в 2021 году. А это означает, что запасов может быть где-то 30 миллиардов кубов. 35. Это хороший результат. Однако этот хороший результат означает, что вам надо будет восполнить действительно порядка 70 миллиардов кубических метров. 70 миллиардов кубов на тот случай, если вы решите подготовиться к следующему отопительному сезону на том уровне, на котором вы подготовились к этому отопительному сезону. И вот тут возвращаемся к шпагату Европейской комиссии. Пошли разговоры в конце февраля о том, что нормы о заполнении подземных хранилищ на 90% надо отменять, потому что, а зачем? Потому что, вроде как это вроде как, стрёмно. Извините за низкий слог. А что же их так пугало-то? Почему надо отменять? Что беспокоило Европейскую комиссию? Высокая динамика отбора. То есть там уже тоже понимали, что в связи с этой динамикой вам придется восполнять минимум 65 миллиардов кубов. А то 70, а может 75. Это ж ой-ой-ой. В чем проблема? Проблема в том, что ограничены газотранспортные мощности. Мы неоднократно об этом говорили и будем еще повторять, пока не нормализуется ситуация.
ограничены газотранспортные мощности. И речь не только о России. Речь не только об украинском коридоре поставок, об отсутствии поставок через северные потоки, об отсутствии поставок по магистрали Ямал-Европа. Нет. Речь о том, что на пике поставок находится Норвегия, Алжир, что, в принципе, импорт СПГ не бесконечен. То есть пространство для увеличения импорта СПГ не бесконечно. По сути, все, что можно было выгрести с мирового рынка, Европа выгребла в январе. В феврале, кстати, импорт сократился относительно январских показателей. Но в январе, это, знаете, просто к началу января люди психанули, решили, боже мой, господи, сейчас транзит прекратится, начнется ужас-ужас. Котировки подскочили, на эти котировки пришли люди, сказали, ребят, если что, у нас есть газочек, мы можем с других рынков перебросить. Вот, там просто не хотят за газ столько платить, сколько вы не хотите, но вы же платите. Вот сколько вы платите, вот столько там не готовы платить. Ну вот, поэтому мы вам привезем. Привезли. Там 6 миллиардов кубов с американского направления, примерно 2 миллиарда кубов с российского направления. В общем, масса газа приплыла в Евросоюз. Близко к рекордным показателям был импорт СПГ, но предложение СПГ ограничено. Ограничено двумя факторами. Первый – объемы производства, что, в общем-то, логично. Второй – Азия. Есть такой регион Азиатско-Тихоокеанский. Туда входит не только Азия, но мы так, знаете, в основном это азиатские потребители конкретно. И вот эти азиатские потребители являются более привлекательным рынком, чем Европа. Это более перспективный, более привлекательный по стабильности потребления, это более привлекательный по перспективам потребления, по стабильности спроса вообще в данный момент рынок сбыта. Поэтому все пытаются уйти туда. Да, в моменте могут перебрасываться какие-то объемы на другие направления, на европейское в том числе. Так, например, в 2022 году примерно 21 миллиард кубических метров из 25 миллиардов кубов, которые китайские компании покупали через биржу, ушли в Европу. То есть в 2022 году китайские компании через биржу купили 4 миллиарда кубов, а вот эти 21 миллиард кубов, которые разница с показателями 2021 года, уплыли в Европу. Это к вопросу о том, Штаты увеличили поставки газа в Европу, это потому что Байден приказал всем везти газ в Европу. Да-да-да, именно поэтому, а не потому, что компании увидели возможность подзаработать. То есть Европа стала премиальным рынком, цены там были выше, биржевые котировки там были выше, чем в Азии. Так куда везти? В Европу. В Европу повезли, там же платят, замечательно. Вот. И вот за счет этого объемы были переброшены на европейский рынок. Аналогичная ситуация наблюдалась в начале 2025 года. Когда у вас есть нефтяная привязка, с одной стороны, по которой газ стоит от 250 до 300 долларов. Ну, понятно, там есть... Если мы говорим про СПГ, то конечная цена будет больше, потому что там еще, вот знаете, регазификация, все такое прочее накладывается. Но, тем не менее, эта цена долларов на 200 все равно меньше, чем то, что вы можете получить, продав газ в Европу. Вывод – надо продавать в Европу. Потому что там подскочили котировки из-за опасений, связанных с прекращением транзита через Украину. И, в общем-то, эти опасения во многом оказались небеспочвенными. Нету какого-то избытка предложения на рынке. Но есть рынок азиатский, то есть отсутствие избытка предложения, с одной стороны, с другой стороны, спрос в Азии, который растет. То есть вы можете надеяться на то, что вот сейчас увеличится предложение, и все пойдет к вам только в том случае, если спрос в Азии не будет расти. Если вот эти грузы не будут отправляться в Азию вместо вас. И с одной стороны, понадеяться-то можно, тем более мы же уже, как я уже сказал, наблюдали, как даже китайские компании сокращали закупки газа через биржу. И вот этот газ уходил в Европу. Может же так получиться? Да, может. Но тут появляется еще одно неприятное обстоятельство, которое называется цена. Я же неоднократно повторил, что уход этого объема из Азии в Европу был связан только с ценой. Ах да, я, наверное, слово «только» не использовал. Только с ценой. Ни призывы Байдена,
ни призывы Трампа никого не интересуют абсолютно. Ну, то есть нас с вами интересует в том смысле, что мы их периодически тут обсуждаем. Мы обсуждаем, вы смотрите, всем интересно. Развлекательный контент, дорогие друзья. А вот на рынке эти призывы мало кого в реальности интересуют, потому что, ну, Трамп сказал, везите газ туда, и... Ну, хорошо, вот он сказал, и как вот себе представляете вы дальнейшее движение материи, вот этой вот сжиженного природного газа? Трамп сказал, везите. Кто должен везти? По каким контрактам должен везти? Какие, так сказать, ценовые условия, то есть какие объемы? В смысле вези? Кто вези? Куда вези? Зачем? Почему? Почем? А это все, как это, знаете, из внимания упускается. Что нету реальной взаимосвязи между выкриками даже президента США и движениями энергоресурсов в тех или иных направлениях. Есть, конечно, косвенное воздействие, вроде там введения каких-то санкций, но мы сейчас не касаемся этой темы, иначе мы тут вообще далеко и надолго уйдем в размышления о том, что можно, что не можно на рынке. Просто как факт. Европа сейчас может привлекать в условиях растущего предложения и растущего спроса в Азии. Может привлекать газ, дополнительные объемы газа на свою территорию только ценой. А вот это как раз всех и пугает в Европейском Союзе. Именно поэтому думали, ну, давайте, может, мы как-то откажемся от вот этих требований, по максимуму заполнять подземные хранилища. Потому что если мы откажемся от этого требования, то вот эти 70 миллиардов кубов закупать и летом будет не надо. Ну, точнее, как, не летом, а в сезон закачки. Он там начинается где-то в апреле, заканчивается, ну, в сентябре-октябре. Вот такой продолжительный сезон. Да, основная его часть приходится на лето. 70 миллиардов кубов, ну, вместо 70, ну, закачают 50. А это значит разница уже в 20 миллиардов кубов. А то и 40. Разница уже в 30 миллиардов кубов. То есть давление на рынок будет меньше, цены будут ниже. Здорово, здорово. Но есть оборотная сторона. 35 миллиардов кубов остается в хранилищах. Если вы вместо 70 миллиардов накопите 40 миллиардов, да даже 50 миллиардов, то если в следующем отопительном сезоне уровень отбора будет как в этом сезоне, то какие объемы останутся у вас в подземных хранилищах к окончанию сезона отбора? А что будет, если зима будет не такой относительно мягкой, как та, что была в этом году, точнее в 24-25 годах, а если она будет холодной? Если она будет холодной, безветренной? Если она будет холодной, безветренной, какие-нибудь проблемы будут у атомных электростанций во Франции? Ведь это уже бывало. Это не фантазия на тему. Это риски, которые уже имели место, которые уже проявлялись в объективной действительности. И проблемы у атомных электростанций были, и безветренная погода была. И, что самое ужасное, холодная зима была. В Мадриде снег, ой-ой-ой. 21 год, начало. 21 год, начало, мне кажется, знаете. Прекрасное название сериала про энергетический кризис. И в завершении замечу следующее. Какая еще возможность вот парировать эти риски? Я же как-то обмолвился вроде, что не единственная, вот Россия это не единственная надежда. Нет, конечно. Есть надежда на избыток предложения. То есть, как я понимаю, сейчас Еврокомиссия очень надеется, что в какой-то момент возникнет избыток предложения на мировом рынке. И вот тогда можно будет принимать и любые дорожные карты по отказу от российского газа, и снимать вот эти ограничения на закачку в ПХГ. Потому что все риски сняты, у вас дешевый газ, у вас он идет в необходимых количествах. Но проблема вот в чем с этой идеей. Притом, да, эта идея вполне рабочая на короткий промежуток времени. Проблема с ней в том, что любой кризис перепроизводства заканчивается и оборачивается кризисом дефицита, как мы наблюдали в 2021 году
после кризиса перепроизводства 19-20 годов. Вот об этом тоже неплохо было бы помнить. Ну а на сегодня все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписываемся на Александра Фролова, подписываемся на Геоэнергетика Инфо. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего, да, подпишитесь на телеграм-канал «Нефтегазовая игра» и телеграм-канал «Инфотек». На сегодня все.